Середина апреля. Мы находимся в личном подсобном хозяйстве Павливские. Уже через месяц здесь ожидается сбор первой ягоды. А сегодня наш собеседник Михаил Михайлович Павливский поделится с нами своим ноу-хау выращиванием земляники гидропонным способом. Нашу съемочную группу в первую очередь интересует вопрос применения органоминерального удобрения Росконцентрат, а также микробиологического препарата Байкал-М. С этим мы и приехали сюда, для того, чтобы узнать мнение хозяина и дальше применять эти препараты в других хозяйствах для подкормки земляники. Посмотрел я за границей, как используют вообще инвентарную площадь теплиц. Вот. И опять с каждым годом, куда ни поедешь, вечно расстроишься. Вот. Как работают люди, получают, бывает, до 45 килограмм с квадратного метра. Можно представить себе, что такое 450 тонн с гектара земляники. Путем не площади питания, а схемы посадки, методов посадки. И если в эту теплицу, например, у нас уходит 15 тысяч растений, если мы будем садить по земле, то так мы можем высадить в теплицу 170 тысяч растений. Вот этим растениям, я приехал с Новой Зеландии, буквально сделал сразу такой эксперимент. Мы здесь загрузили 300 мешков. Вот здесь на 25 сантиметрах по земле высажено 40 растений. Каждое растение дает до 4 цветоносов. Вот. Ему возраст 3 недели. Вот. Нет ни сорняка. Вот. Загруженность теплицы. Сбор, я так думаю, что это интереснее, чем там будет. Вот. Это можно поднять еще выше, и этих можно мешков здесь навесить неисчислимое количество. Это и рабочая сила, и вот таким путем. И земля, она как бы не всегда вечная, честно говоря. Вот монокультура, конечно, может сказываться. Вот. Хотя мы 12 лет выращиваем здесь на одном месте землянику, как бы, и постоянно мы ее получаем. Но вот таким способом я смогу сказать, конечно, через месяц же окончательный результат. Вот, она уже будет с урожаем, с ягодами. Вот, может возникнуть какие-то вопросы. Здесь зарядили мы мешок сразу перлит, перегной, опилки, вымоченные предварительно в карбамиде, чтобы не было, процесс денитификации существует такой. Просто земля, торф, вот это все перемешали. И самое главное, мы зарядили сюда гранулы влагоудерживающие, вот это те максимарины, вот и другие. Абсорбенты, да? Да, абсорбенты для того, чтобы не поливать постоянно, а поливать раз в неделю на 1 час. Вот, зарядили просто здесь, вот, и вот здесь, если попробовать, оно как холодец, вот. Если постоянно поливать, мы будем постоянно выщелачивать, будем постоянно фильтровать эту почву, и через 2 недели она просто будет пустая, она постоянно будет колотить, мешать, что это многих пугает, это все нужны знания, вот, и есть огромный риск, потому что постоянно нужно давать питание. Лучше зарядить сразу, вот, и зарядить сюда влагоудерживающим материалом, чтобы не поливать, пролили, он аккумулирует в себе как влагу, так и питание, и в течение недели отдает. Ну, конечно, зацветает, может быть, еще 2 раза в неделю будем проливать. Ну, немного, по часу буквально. Если бы его не было, вот, нужно было бы постоянно поливать и поливать и поливать. Пробуждаются эти растения мгновенно, потому что черный цвет этих мешков, вот, он нагревается легко, вот. И растение как бы слегка его и прикрывает, чтобы не было перегрева. Вот. Ну, мы просто в этом году сделали поздно, сегодня 18 апреля, вот, если бы мы посадили это 15-17 марта. Вот. Так что только начали садить. Если бы раньше, здесь была бы уже ягода. Через сколько ожидаем ягоду? От цветения до ягодки проходит месяц. Вот. Ну, уже цветение уже началось, я думаю, недели 3 уже будет урожай. Что касается кормления, здесь применяем Байкал с Росконцентратом? Все, везде, куда, а мы везде запускаем Байкал и Росконцентрат, и им тоже это все попадает. Вот.
Потому С что каким, здесь, с каким ну, интервалом? Ну, раз в неделю. Раз в неделю. И, естественно, что опыляет все это дело шмели. Вот они. Без шмеля в теплице обойтись сложно. Вот. Нужно брать заячий хвост тогда и бегать. Это не очень интересно. Ну, состоянием растения вы довольны? Отлично, оно себя чувствует, я думаю, все видно. Вот. Обрабатываем мы сейчас уже не прыскаем, у нас существуют пушки вот такие туманообразующие. Вот. Зарядили, включили. Вот. Полчаса здесь стоит туман. Вот. Каждый листочек, каждый черешок оболоченный тем препаратом, который мы... Ну, здесь сделана была одна обработка, этого будет достаточно, потому что здесь нету контакта непосредственно с землей, и первичное заражение происходит намного медленнее. Вот. А мы в такой культуре мы будем ее использовать всего лишь 2 месяца до начала плодоношения и месяц плодоношения. 3 месяца и вырвали, и забыли. И дальше здесь будет виноградник. Да, здесь создастся полог листовой уже, клубника. Пока создастся полог листовой, за клубнику мы уже забудем. Вот так. И на следующий год сюда же, в эти места, опять же высадим.